Всем привет! Приветствую вас на канале Софт-Декор. Сегодня я вам покажу, как быстро связать вот такую торбочку. Очень удобная. Она небольшого размера. Размер донышка у нее 25 на 8. Смотрите предыдущий мой урок, как я донышко вот это вязала. И высота 20 сантиметров. И высота ручки тоже где-то 19-20 сантиметров. А ширина, сейчас вам скажу, где-то 3 сантиметра ручки. Вот, торбочку я вязала из шнура, вот такой шнур, белорусский 3 миллиметра, полиэфирный, с сердечником. И ушла у меня одна пасма, вот было 200 метров, и вот столько у меня осталось. Ну, наверное, где-то, может, 180 метров. Итак, начинаем наш урок. Ах да, еще вязала я крючком номер 4. Итак, начинаем. Так, как вязать такое донышко, у меня есть урок, я оставлю ссылочку. И поэтому мы сразу переходим уже к стеночкам. Сейчас я вам покажу, как заканчивался мой прошлый урок. Вот, я соединяла последний ряд. Вот так вот. Соединительной петелькой. И делаю одну петлю подъема. И дальше я начинаю вязать, буду вязать по спирали за заднюю стеночку столбиками без накида. Первый ряд я цепляю еще вот за эту перемычку и вяжем столбик. То есть я не за две вот так вот петли ввожу крючок, а только за заднюю стеночку и вот за эту перемычку. Так. Все, так вяжем до конца ряда. И покажу, как по спиральке мы перейдем и будем вязать дальше. Так. Все, так вяжем до вот этого места. Так, заканчиваю первый ряд наш вязать. И сейчас уже мы переходим на спиральку. Так, вот смотрите, вот последнюю петлю я провязала. И дальше уже мы никакого перехода не делаем, а сразу начинаем вязать тоже за заднюю стеночку. Только уже я там сзади за перемычки не вяжу. Кто хочет, чтобы совсем был плотный узор, то можете вязать и за перемычки. Я не буду вязать, а просто за заднюю стеночку буду вязать столбиками дальше по спирали. Все, вот так должно получиться. И тут уже можете маркер повесить, чтобы не запутаться, где у вас было начало перехода. И дальше уже вязать по спирали такую высоту, какая вам нужна в вашей сумочке. Так, я вот провязала 8 рядочков. Вот здесь вот, да, примерно мы начинали. Теперь я, смотрите, уже не за заднюю стеночку, а за 2 петелечки. Мне надо соединить этот ряд. Так, делаю петельку подъема и переворачиваю наше вязание. И теперь все точно так же вяжем, только уже с изнаночной стороны. Тоже цепляем за заднюю стеночку и вяжем дальше. То есть мы перевернули наше вязание и все точно так же вяжем, только с изнаночной стороны. Так, все, и продолжаем дальше. Так, вот я заканчиваю этот вот круг, когда мы уже перевернули наше вязание. И точно так же я по спирали продолжаю вязать дальше. Так, вот последнюю петельку я провязала. И дальше я цепляю
вот за эту. Так. И по спиральке продолжаю вязать дальше вот за эти задние петелечки. За задние стеночки. Все. И так вяжем по спиральке тоже такую высоту, какую вы хотите. С обратной стороны у нас уже будет другой узор. Так, вот я провязала 9 рядочков. Сейчас вот с этой стороны покажу. Вот вязала я с изнаночной стороны. Видите, как интересно, вязали таким же узором, да, как и здесь, а вот как он выглядит с изнанки. Так вы можете экспериментировать, кстати, с любыми узорами. Вот, а сейчас нам надо перейти опять вот на эту лицевую. Так, провязала я 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да, 9 рядочков. Но вы вяжете ту высоту, какой вы хотите, потому что у меня торбочка будет невысокая. Так, смотрите, переходим на ту сторону лицевую, берем вот эту петелечку, вытягиваем. Вот так. Перевернули. Делаем ее поменьше. Так, соединяем. Все, и теперь вяжем опять за задние вот эти перемычки. Таким же узором, только уже с лицевой стороны. И у нас теперь опять получится вот такой узор. Все, и так вяжем опять по спирали столько рядочков, сколько вам нужно. Вот. То есть вот доходите до сюда и ровненько опять пошли по спирали вязать уже столько, такую высоту, сколько вам надо. Так, вот я довязала, да, вот где я начинала, 4 рядочка у меня получилось. И смотрите, я уже наметила, где у меня будут ручки. Главное, смотрите, чтобы одинаковое количество петелек. Вот тут вот у меня между маркерами получилось 11 петелек, и здесь. Вот, вы так наметьте и начинаем вязать дальше. Точно так же вяжем за заднюю стеночку. Так. И вот сейчас мне нужно провязать еще одну. Но смотрите, вот эту вот последнюю, сейчас я маркер сниму. Где там мой шнурочек? Вот, мы еще вот за эту перемычку цепляем, чтобы наша ручка, так, все, вот провязали, чтобы вот эта петелька была более плотная, да, и не оттягивалась, потому что если мы только вот за эту вот провяжем, да, видите, вот так вот будет у нас она, ручка, оттягиваться. А когда вот за эту перемычку, то тогда вот у нас плотненько. И смотрите, и теперь набирайте косичку столько петелек, сколько вам надо высота ручки. Вот сейчас вот я наберу, посмотрю, сколько у меня вот петелечек будет, и вам тогда скажу, сколько у меня получится, потому что ручки у меня должны быть не очень длинные. Так, вот у меня получилось 50 петелек я набрала воздушных. Вот так мне достаточно, так как у меня не очень большая ручка будет, и все-таки она еще будет тянуться, поэтому вот остановлюсь на 50 петелек. И теперь продолжаем вязать дальше. Так, вот я снимаю маркер. Вот за эту петельку я должна зацепить. И тоже, смотрите, цепляем за заднюю, вот эту вот, да, перемычку. И еще вот за эту. И тогда у нас ручка будет более плотно. Так, сейчас. Все, вот провязали. Вот, не будет сильно оттягивать петлю. И вяжем дальше до вот этого маркера. Так, провязываем.
сейчас точно так же, когда мы до него дойдем, то наберем 50 петелек и потом соединим вот здесь вот. Так, сейчас я уже дойду до этого места. Так, еще 3 петельки. И последнюю мы тоже провязываем за 2 перемычки задние. Так, вот я ее снимаю, маркер наш, и провязываю за 2 перемычки. Вот. Все, и набираю опять 50 петелек и точно так же соединяю, как я вам показывала. Так, вот я соединила вторую ручку, 50 петелек провязала. Вот две наши ручечки. И дальше все очень легко, по той же схеме мы вяжем за заднюю стеночку, продолжаем вязать. И будем сейчас вот вязать вот так вот одну ручку, вторую. Сейчас я вот дойду до этой ручки, покажу вам. Так, вот я дошла до ручки нашей. Провязываем. Это еще наша стеночка получается. И переходим уже на ручку. Вот эту петельку мы можем тоже зацепить за 2 перемычки, чтобы она была более плотненькая, не оттягивалась у нас. Видите, тогда она более плотно к ручке будет, не будет вот этой вот дырочки, когда она натягиваться будет. И дальше уже можете тоже там, сейчас, вот за эти перемычки тоже цеплять. Но я не буду, буду просто за заднюю стеночку. И вот так вот вяжете дальше. То есть здесь у вас получается просто столбик без накида, когда вы обвязываете вот эту косичку. Так, вот поближе вам покажу. Вот так должно у вас получиться. И обвязываете одну ручку, плавно переходите на стеночку, другую. И приходим сюда и обвязываем дальше уже столько, сколько вы хотите, какую вы хотите ширину ручки. Сейчас вот я дойду сюда и опять вам покажу. Здесь вот будем уже за заднюю перемычечку вязать. Так, вот я дошла до начала опять нашей первой ручки. Знаете, я распустила и все-таки сделала по 60 петелек, немножечко по больше ручки. Но вы все равно смотрите ту высоту, какую вы хотите, и столько и набирайте петелек. Лучше даже сначала, может, попробовать, допустим, провязать 10, да, петелек и посмотреть, сколько это в сантиметрах, и потом уже отсчитать, сколько вам надо. Все, и дальше я вяжу по спирали и уже вяжу столько рядочков. Сейчас вот я перехожу, да, второй рядочек на ручке. И посмотрю, какую оставить мне ширину, 2 ряда или 3. То есть уже по ходу буду смотреть, какую мне сделать ширину и сколько у меня останется шнура. У меня не так много шнура осталось. Все, и так вот вяжем дальше по спирали. Вот так вот у нас уже 2 ряда смотрится. Ну и не забывайте, когда вот вы здесь вязали первые ряды, да, чтобы вот здесь провязывать 2 перемычки, чтобы ручка не оттягивалась. Все, и дальше по спирали вот буду вязать, посмотрю, сколько я свяжу рядочков. Так, вот я связала по 3 ряда, то есть 3 ряда у меня получилось. Вот одна ручка, вот вторая. И смотрите, я заканчиваю, да, вот где вот здесь у нас переход был, да, где-то вот здесь примерно. Вот я отрезала уже шнур, я его вытягиваю
И где-то вот тут вот перед ручкой мы его вот так вот затянем. Так как мы по спиральке вязали, ну, не думаю, что тут очень сильно. Вот, видите, даже и не виден переход наш вот этот. Все, и там шнур уже прячете под петельки. Ну, вот и все. Наша торбочка готова. Ну вот, получилась такая торбочка. Сейчас ручки вот так сложу, чтобы поместились они в кадр. Вот. Очень удобная, небольшая. Она именно предназначена, чтобы вот кинуть в нее там кошелечек, мобильник, бутылочку с водой и побежать куда-нибудь. Так, вот шнур это я еще не спрятала, там спрячу потом. Вот и все. А вы уже можете связать размер такой, какой вам нужен. Я ее уже, кстати, отутюжила. Видите, она такая у меня ровненькая, и ручки ровненькие. Через тряпочку аккуратненько, смотрите, не сожгите шнур с отпаривателем. И тогда вот ручки, они немножко скручивались, а сейчас вот они стали такие ровные. Ну вот и все. Надеюсь, урок вам был полезен. Жду от вас ваши пальчики. И нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих новых уроках. Спасибо большое за внимание. До свидания.